Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог. Посмотрите только, какой мешок счастья у меня сегодня на столе. Для сравнения, слева я поставила органайзер, который недавно делала, и с правой стороны стоит моя огромная бытовая швейная машинка. Чуть позже мы его с вами прям полностью и подробно разберем, посмотрим. И также у меня будет несколько вопросов, ну, для знающих, для тех, кто, можно сказать, кто в теме. Но сейчас я хочу рассказать вам про свою швейную подругу, от которой я и получила этот мешок счастья. Встречайте, моя швейно-рукодельная подруга Галина. На самом деле, для тех, кто смотрит мой канал давно, еще летом 22 года я выставляла видео, в котором рассказывала, что я переехала в Киев, и три моих ангелочка помогли мне полностью с нуля создать заново мою швейную мастерскую. И я тогда называла Светлана, Марина и Галина. Так вот, сейчас Галину вы видите на своих экранах. А кто помнит вот это видео, где я показываю швейную машинку Рубину? Эта машинка также у меня была в пользовании благодаря именно Галине. Не только машинка, она мне помогла с очень многим и даже с гладильной доской. Ну, в общем, и этому человеку я благодарна бесконечно. И знаете, я еще никогда не забуду, когда мы встретились, и она мне говорит: «Алусь, говори, что надо?» Я стою, молчу. Она: «Я поняла, все надо». Ну, кто хоть раз терял абсолютно все, тот меня прекрасно понимает. Сейчас у меня нет надобности в абсолютно никаких рукодельно-швейных материалов, техники, инструментов. Я очень много вывезла, мне удалось забрать, но тем не менее те добрые поступки, которые девчонки для меня сделали, я не забуду никогда. Вообще с Галиной я никогда ранее не встречалась лично до 2022 года, но общались мы очень много, очень часто. Познакомились мы еще до начала ведения моего YouTube канала. Мы были на каком-то совместном марафоне по шитью, там мы разнакомились, разобщались, обменялись номерами, телефонами и общались, друг друга поддерживали. В общем, такая вот, знаете, швейная онлайн-тусовка, я бы это так назвала. Конечно, я ее могу хвалить очень долго, рассказывать, какая она прекрасная, талантливая, восхитительная, разносторонняя, но никто о тебе не расскажет лучше, чем ты сам про себя. И вот я взяла это видео из ТикТока и решила показать вам. Трошки про себе. Я Галина Шерстюк, майстер, майстриня, кравчиня, стиліст. І особливо зараз у мене моя діяльність, я наставник, керівник, викладач курсу початківець шиття та рукоділля для дітей та підлітків. Как же я не восхищаюсь. Она большая молодец. Я очень рада, что в моей жизни встречаются такие талантливые, добрые, отзывчивые люди. И сейчас вы видите ленту ее инстаграма. Кстати, ссылки на инстаграм, на тикток я оставлю в описании под видео. Также, если не забуду, закреплю в комментариях. Если вам не сложно, поддержите ее. Она только в начале развития своих социальных сетей, поэтому ей будет это безумно приятно. И, кстати, сейчас она преподает курсы для детей и подростков, очные курсы, да, но также она подумывает и о онлайн-обучении. Поэтому подписывайтесь на ее странички, пишите ей комментарии, мотивируйте ее на создание новых мастер-классов по шитью и рукоделию. Сейчас с левой стороны вы видите Гален Инстаграм, а на основном экране вы видите то, что я уже достаю из того огромного мешка. Это пряжа на бобинах или бобинная пряжа, или я не знаю, как правильно. И, наверное, сейчас вы уже поняли, что же я хотела у вас спросить. А спросить я хотела именно то, что у меня вообще
нет никакого представления о том, что это, как это и, как говорится, с чем это едят. Никогда в жизни не работала с бобинной пряжей, не знаю нюансов, хотя они точно есть, потому что уже несколько видео я в Ютубе посмотрела, но почему-то они такие все длинные. э, Ну вот, если вы знаете какое-то видео по бобинной пряже, где все четко, ясно, конкретно, ну, просто нет возможности сейчас сидеть и часами слушать, высматривать. Хотя, ну, если бы там все было по теме, конечно, я бы смотрела. Но открыла, а там такое, ну, вода водой, и между водой там какие-то капельки важной информации. Если вы знаете такое видео с такой информацией, пожалуйста, поделитесь со мной. Когда я только увидела эту пряжу, у меня столько идей. Ой, это туда, это сюда, а из этой можно то. Ну, ну, в общем, у меня такая реакция и на тканюхи, и на пряжу, и на бисер. Ну, вот все, что я люблю. Знаете, мне часто говорят о том, что у вас столько терпения, у вас столько... Ну, я не знаю, как это работает, но есть то, над чем я готова сидеть сутками, и я от этого не устаю, я от этого никак, ну, не испытываю дискомфорт. А есть то, что меня так раздражает. Сейчас я скажу, кстати, вот сейчас показываю, это я в тех видео, которые уже смотрела по бобинной пряже. Многие рекомендуют, ну, естественно и логично, смотреть на производителя, гуглить его и, мол, там все написано. Но тут такие маркировки разные, что там, где в видео показывалось одно, то оно не соответствует тому, что есть у меня. Как я поняла, что все это остатки именно итальянской пряжи. Ну, в общем, у меня еще, как вы понимаете, работы много. То есть мне это все нужно загуглить. Если вдруг какая-то из этой пряжи была у вас, вы ее знаете или фирму эту знаете, ну, производителя, напишите мне, пожалуйста, буду очень благодарна. Также вот этот конкретно, вот эта бобина, я уже ее гуглила, уже ее прям искала. Это шерсть, и она, скорее всего, пойдет над тем, кто вяжет носки на благотворительность. И вообще, в принципе, я посмотрю, что тут пригодно для таких вещей и тоже поотдаю. Оставлю себе только то, что действительно мне нравится, мне нужно. Вот это очень классная нитка на ощупь. Ну, опять же, буду смотреть. Я, в принципе, одежду не вяжу, поэтому мне там дает усадку, не дает усадку, особо разницы нет. Но я вяжу сумки. Если сумку постирать, и она потом сядет на 20%, то будет не очень. Ну или даже декор на этой сумке тоже, если он как-то деформируется. Ну, в общем, разбираться мне еще с этими бобинками и разбираться. Так вот, я обожаю шить, я люблю заниматься стежкой. Но если мы говорим о шитье одежды, долго я ее шить не могу. Ну, то есть, как это работает? Например, я могу сшить 10 сумок и не устать, и мне это нравится. Или там простегать одеяло, и мне это нравится. То, пошив одну куртку, а я куртку себе шила, у меня есть видео на канале, мне нужно было очень долгое время, чтобы отойти. Ну вот, ну как отойти? Отдохнуть от пошива одежды. Точно так же и с теплыми костюмами. Вот я себе 2 костюма сшила с перерывами, наверное, в неделе 2, а то и 3. Хотя я планировала себе 2 костюма шить одновременно. Нет, это немножко не мое. Поэтому одежду я шью так дозированно. Точно так же, если мы говорим о вязании, такая же история со спицами. Ну, даже не то, что такая же, а вообще спицы и я это м, м, м.
У меня нет ни единой спицы. Когда-то были, я пробовала, мне не нравится, оно меня просто, ну, я бы даже сказала, раздражает. Вот я могу сидеть вязать крючком сутками. Сидеть вязать спицами — нет. Вот просто нет. Поэтому, когда мне говорят: "Вы такая усидчивая", думаю: "Мгм, дайте мне спицы, и вы посмотрите мое бешенство". Не, ну я, конечно же, шучу. Просто, а, я считаю, что творческие люди, когда они свободны, они делают больше. Ну, то есть свободны. Почему я не работаю на заказ? Очень часто меня спрашивают. Вот, а на заказ очень редко я хочу повторить какое-то изделие. И если я его хочу повторить, я об этом могу сказать. Но даже то, что я люблю, например, стежку, например, там пошив сумок, косметичек, очень мало что я хочу повторять. И если я начну заставлять себя это делать, то пройдет вот эта м, творческая жилка, или я не знаю, как это назвать. То есть тогда, когда куча идей, и того, и то нужно, и то нужно. Сейчас, сейчас у меня, я себе в голове, кстати, уже пора, наверное, на блокнот переходить. Я себе в голове, у меня есть такой список. Кстати, я стараюсь, ключевое слово, всегда доделать одно, прежде чем приступать к другому. И иногда может быть такое, что у меня параллельно несколько проектов, но это обусловлено определенными обстоятельствами. Ну, например, если у меня предстоят какие-то поездки, я знаю, что мне в поездку можно взять вязание крючком, или я еще люблю с бисером там повозиться. У меня есть станок, но станок я с собой в дороге не беру, но могу из бисера ткать в дороге, да, то шитье я с собой в дорогу не возьму. Поэтому вот иногда у меня бывает, что я начала что-то вязать, потому что знаю, что я возьму это в дорогу. Так вот, у меня уже целый список прям. Вот я, например, хочу сделать это, а потом это. Иногда оно меняется местами, меняется, как я это называю, приоритеты поменялись, поэтому может быть так. Но в целом вот такая я супер усидчивая и супер а, терпеливая особа. В общем, как-то так. И да, еще одно самое мое любимое — это когда мне пишут: "Когда вы все успеваете?" Я уже 154 раза отвечала: "Никогда, я ничего не успеваю". Просто делаю и все по возможности. Сейчас у меня на канале чаще всего выходят старые видео, и я об этом говорю, что я это перемонтирую, это со второго канала. Но почему-то люди не слышат. Они думают, что вот я и шью, и вышиваю, и все это в один день. Нет, по возможности. И на этом видео будет подходить к концу. Буду очень вам признательна за лайки и комментарии к этому видео. А также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также не забывайте, что ссылка на Галину есть в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Подпишитесь и поддержите ее. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.